Всем привет! У фруктовых тортов больше поклонников, чем у каких-либо других начинок. И мне кажется, что в копилке тортодела должен быть обширный ассортимент таких начинок. И сегодня мы с вами приготовим очень вкусный торт, который называется карамельная груша. По тому же принципу можно сделать карамельное яблоко. Итак, начинаем готовить. Для этого торта мы опять будем использовать кексовый бисквит на кефире, который я делала в торте для мамы с вишневой прослойкой. Мне очень сейчас интересен этот бисквит, так как он очень хорошо сочетается с йогуртовым кремом-муссом. Также я его еще использовала в торте, где был крем-чиз, и также была вишневая конфи. Тоже очень вкусное сочетание, оказывается, получается, но больше всего мне привлекает именно в сочетании с йогуртовым крем-муссом. Мне для бисквита понадобится кефир. Сюда же я уже добавила соду, и реакция пошла. Здесь сахар с ванильным сахаром, сыпучие ингредиенты: мука, крахмал и разрыхлитель, растительное масло без запаха, соль, 2 яйца. Начинаем взбивать яйца с сахаром и солью. Переносим все в дежу миксера и ставим взбиваться на самую большую скорость. На этот процесс у нас уйдет примерно 7 минут, а пока мы сможем смешать сухие ингредиенты между собой и добавить в кефир растительное масло. Закончили взбивать, и теперь ставим миксер на самую маленькую скорость. Поочередно добавляем муку с крахмалом и кефир с растительным маслом. Все, тесто готово. Можно уже подготавливать формы. Дно формы застилаем пергаментной бумагой, либо используем метод французской рубашки. Я буду выпекать сразу в 2 формах 20 см в диаметре. На одну форму у меня уходит 460 граммов теста. Сверху каждую форму я застилаю фольгой, блестящей стороной вниз, чтобы не образовывалось большой вулканической шапки на бисквите. И ставлю сразу 2 формы в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаться они у меня будут ровно 40 минут. Я даже уже не проверяю шпажкой. 40 минут проходит, вытаскиваем из духовки, снимаем сразу фольгу. Немного даем остыть прямо в форме, буквально 5 минут, 5-7 минут, и извлекаем из формы. Не оставляйте бисквит в форме надолго, он там преет. И затем до полного остывания оставляем на решетке либо на доске. После полного остывания бисквит заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на ночь. Также заранее нам необходимо приготовить и карамельный слой. Нам для этого потребуется сахар, сливочное масло, сливки. Я взяла 33% сливки, но можно и 20%. И также желатин. Сахар пересыпаем в сотейник, а сливки нам необходимо нагреть. Я буду нагревать в микроволновке, так как сливки мы должны вводить в карамель горячими обязательно. Начинаем топить сахар на среднем огне до появления у стенок кастрюльки такого янтарного цвета уже расплавленного сахара. Затем уже можно, покачивая из стороны в сторону кастрюльку, перемешивать сахар. Когда полностью весь сахар растопился, мы заливаем сюда горячие сливки. И все очень-очень активно мешаем. Сюда же отправляем сливочное масло и обратно на плиту на средний огонь. Проварили карамель в течение 5 минут, активно мешаем. И теперь дадим ей остыть примерно до 60 градусов. А пока можно растопить желатин в микроволновке. Остудили смесь, и теперь вливаем сюда тонкой струйкой растопленный желатин и активно мешаем. Перемешиваем все до однородного состояния и переливаем все в форму. Форма у меня металлическая, 16-сантиметровая. Дно формы пищевой пленкой затянула, а бока проложила ацетатной пленкой 6-сантиметровой. И заливаем сюда. Отправляем в морозилку на 5-6 часов. Обычно я такие заготовки отправляю на ночь. Это очень удобно, можно заранее сделать даже несколько таких вот заготовочек для тортов. Компоте из груши также приготовим заранее. Можно вообще наделать и из яблок, и сделать ягодные конфи тоже, как я говорила, что можно заранее сделать такие заготовки, и это крайне удобно. Вам потом просто остается собрать торт и все. Берем грушу, абсолютно любой сорт, просто если у вас очень спелая груша, то лучше сделать из нее пюре и, соответственно, конфи. У меня же такой среднеспелая груша, и она довольно хорошо держит форму, то есть у меня кубиками будет. Понадобится нам 350 граммов вот таких вот кубиков. Дальше сахар, желатин, сок лимона и сливочное масло.
На среднем огне полностью растапливаем сливочное масло в сотейнике, затем добавляем грушу с сахаром и провариваем все это дело в течение 10 минут. Время варки будет зависеть от жесткости вашей груши. То есть чем она жестче, тем времени больше вам потребуется. А пока провариваем грушу, у меня есть немного времени рассказать вам о посуде, в которой я готовлю уже несколько месяцев. Это посуда с интернет-магазина посуда.tyler.ru. Вы ее неоднократно видели буквально в каждом из моих видео. Тайлер является и спонсором сегодняшнего выпуска. Сами можете увидеть безупречное качество, интересный цвет, дизайн. Эту посуду можно мыть в посудомойке. Она из нержавеющей стали, которая не вступает в реакцию с продуктами. Крышка также из термостойкого стекла. Силиконовые вставки на ручках – это гарантия безопасности. Можно использовать на всех плитах, включая индукционную, как у нас вот в нашем случае сегодняшнем. Также с этого магазина у меня имеется вот такая вот разъемная форма для выпечки. У нее очень прочный корпус, и даже если она у вас упадет, она ни капельки не деформируется. Из больших плюсов это антипригарное покрытие и стойкая к стиранию глянцевая вот эта вот поверхность. То есть она у вас всегда будет выглядеть в том же виде, в каком вы ее приобрели. Я ей еще не пользовалась, но в ближайших видео вы ее обязательно увидите. Механизм очень легкий, не надо прикладывать никаких усилий. И также еще для безопасности моих рук, они у меня всегда страдают от ожогов, от порезов, я приобрела вот такую вот еще силиконовую перчатку. Теперь ожоги мне не страшны. И ни для кого не секрет, что я в ожидании новой кухни-студии и хочу полностью перейти на такого качества посуду. Если у вас также имеется желание использовать у себя на кухне красивую, качественную посуду, вы можете приобрести всю эту продукцию в интернет-магазине посуда.tyler.ru, а при указании промокода Тортодел вы получите 15% скидку. Вливаем сюда сок лимона, перемешиваем и даем остыть примерно до 60 градусов. А пока растапливаем желатин. Добавляем желатин и все хорошо перемешиваем. И переливаем все это дело в такую же форму, 16-сантиметровую, также с пленкой. Равномерно распределяем и отправляем в морозилку, также на 5-6 часов. И перед тем, как уже собирать торт, мы наконец-таки приготовим последней составляющей нашего торта. Это будет крем-мусс йогуртовый с добавлением детского пюре из груши. Мне нужен будет йогурт, как всегда жирные сливки 33%, пюре из груши, сахарная пудра и желатин. Йогурт у меня натуральный, без каких-либо добавок. Смешиваем с пюре и с сахарной пудрой. Йогурт и пюре должны быть комнатной температуры. Все хорошо перемешиваем. И отправляем в это время желатин в микроволновку растопиться. Растопили желатин, и когда он у нас будет примерно 40 градусов, мы вводим его в йогурт с пюре. Активно все мешаем, тонкой струйкой вводим желатин. Отставляем в сторонку и начинаем взбивать сливки. Охлажденные сливки взбиваем, соблюдая все правила. Начинаем взбивать с самой маленькой скорости, постепенно увеличивая ее, и так до плотного состояния. Теперь ставлю миксер на самую маленькую скорость и вливаю сюда йогуртовую смесь. Все хорошо перемешали, и можно уже собирать торт. Коржи я уже разрезала. После того, как они у меня ночь провели в холодильнике. Грушевая заготовка и карамельная тоже уже готовы. Они у меня в замороженном виде. В таком виде я и буду их класть в торт. Коржи пропитывать я ничем не буду, так как они достаточно влажные и возьмут свою пропитку с мусса. На первый корж нанесла немного мусса и укладываю слой из груши. Так, добавляю мусс. Второй корж идет. И теперь укладываем карамельный слой. Притапливаем его, молясь. Прикрываем сверху муссом. Выкладываем остатки мусса и закрываем все это последним коржом. Если вы не хотите такой высокий торт, это просто вот я как бы люблю высокие торты и их оформлять интересней. То есть большое поле для фантазии, боковая часть торта. А так можно было, в принципе, ограничиться 3 коржами. Ну, это дело вкуса. Отправляем в холодильник на ночь, ну, то есть на 7-8 часов. И можно будет приступить к оформлению. Оформление будет в следующем видео, то есть с этим тортом вы еще встретитесь. А я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.